Приветствую вас на канале, меня зовут Александр, и в этом видео распаковка и обзор мужских наручных часов Karen, которые я приобрел на AliExpress в фирменном магазине бренда за $19.99. Через месяц с момента заказа получил вот такой почтовый конверт. Сразу поясню, что магазин предлагает несколько лотов, отличающихся цветовой раскраской часов и наличием или отсутствием упаковочной коробки. Я брал в коробке, потому что, возможно, я их кому-нибудь подарю. За коробку придется доплатить $1. Да, вот такая брендовая коробочка Karen. И тут по названию уже понятно, что это модель спортивных часов. Модель конкретно CR8329SB. SB серебристо-черный. Аккуратно вскрою, чтобы не нарушить эту пломбу с этой стороны. Здесь инструкция есть на английском языке. Исключительно на английском языке. У меня вариант серебристо-черного цвета, и эта модель комплектуется именно ремешком из кожзама, а не браслетом. Серебристый металлический корпус, черный безель, циферблат и ремешок с внешней стороны, у которого пряжка и шильдик с названием бренда вот здесь вот есть, металлические. А корпус часов бережно упрятан в транспортировочную пленку. На нижней металлической крышке, как указано из нержавейки, указан только бренд Karen и модель 8329. Также указана какая-то влагозащита и наклеена пленка с голограммой. Это модель спортивных часов, оснащенных дополнительными 3 циферблатами для отсчета часов, а также минут и секунд секундомера. Соответственно, корпус массивный, крупный, конкретно циферблат диаметром 48 мм, 54 будет вместе с заводной головкой. Толщиной аж 14 мм. А вес ремешком составляет 93 грамма. Но изготовлен корпус в классическом стиле из стекла и металла, а не прорезиненного пластика. Стекло наклеено сверху, если сбоку посмотреть, то виден даже его шлифованный край. Тоньше сделать их не получится, потому что, как я уже сказал, здесь всего 4 циферблата, которые управляются 2 кнопками и одной заводной головкой. Часы кварцевые, питаются от аккумулятора. На главном циферблате арабскими цифрами отмечены только 6 и 12 часов. Здесь единственная красная кнопка, используемая для запуска и остановки секундомера. Она такая окрашена в красный металлик. Здесь же был нанесен синий лак транспортировочный, который я уже успешно снял. Эти кнопки в тон корпуса, блестящие металлические. Для запуска хода часов извлекаю пластиковый предохранитель под заводной головкой. Заводная головка имеет 3 положения. Первое рабочее, когда она полностью утоплена. При этом начался ход с 3-секундной стрелки. Немного выдернув ее, вращением от себя устанавливаю текущее число месяца. Вот в этом маленьком окошке меняется число. В инструкции упомянут один момент, что дата может не переключиться на следующие сутки, если вы настраиваете ее в промежуток времени с 21:00 до часа 00. То есть с 9 вечера до часа следующих суток. И рекомендуется сразу выставить время вне этого периода, настроить дату, а уже затем установить текущее время. А уже для этого переводим заводную головку в 3-е положение, максимально извлекая ее. И уже классически, вращая головку в обе стороны, выбираем положение стрелок. При этом ориентируясь на малый правый циферблат, который показывает часы до и после полудня. То есть, если текущее время сейчас 19 часов, то на основном циферблате отображается 7 часов, а маленький сориентирует, что именно 7 часов вечера. И на правом циферблате стрелочка указывает на 19 часов. Для запуска и остановки секундомера нужно нажать красную кнопку. Кнопки достаточно тугие. И начал вращаться нижний циферблат с секундами. После 60 секунд начнет вращаться левый циферблат с минутами. Повторным нажатием останавливаем. Нижняя кнопка обнуляет показания секундомера. Все стрелки возвращаются в нулевое положение. Это нулевое положение секундомера можно выставить при извлеченной заводной головке. Нажатием на эту кнопку, тогда она будет быстро менять значение. Или однократными нажатиями можно подгонять более точно. В общем-то, управление простое, регуляторов немного, несмотря на первый взгляд, что так много стрелок. К неудобству пользования подобными часами отнесу то, что если стрелки основного циферблата накрывают дополнительные, то пользоваться тем же секундомером уже невозможно. Крышка просто откупоривается, не отвинчивается. И здесь установлен вот такой вот бюджетный японский механизм. Ну а в качестве источника питания используется такой аккумулятор на основе серебра SR920SW. Присутствует резиновое уплотнительное колечко вот здесь вот. В принципе, защита от воды кое-какая есть. Ширина ремешка 24 мм, а длина у меня вышла 22 см. И ее достаточно для ношения часов на широком запястье.
На руке эти часы сидят вот так. Ремешок толстый, но не жесткий, прошит грубой нитью. В сравнении с тонкими классическими часами, эти выглядят крупно и, наверное, не всем понравятся. По ощущению при ношении они не особо тяжелые, однако толстые. Чем-то напоминают часы Shark, обзор которых сейчас появится на экране. Ну а ссылка на эти часы будет в описании видеоролика. По результатам носки в течение целого дня пришел к выводу, что данная модель наручных часов мне не зашла. Ну, во-первых, что сразу заметно, это красные пятна. Сильно торчащие кнопки и заводная головка оставляют вмятины и царапают руку возле запястья. Далее, во-вторых, на ярком солнце стекло сильно бликует. Ну а за этими бликами трудно различить циферблат. Подозреваю, что это из-за темного цвета циферблата, при этом получается некий эффект зеркала. Далее, из-за большого числа различных элементов не сразу заметны среди них стрелки основного циферблата. К тому же, например, часовая стрелка не цельная, выполнен только контур ее. Для просмотра текущего времени я теряю это самое время, чтобы различить стрелки и определить их положение. Ну и сами оцените, сколько секунд вы потратите, чтобы найти здесь стрелки и оценить их расположение возле часовых меток. Так, ну вот можете себя проверить. Сейчас я поворачиваю руку, чтобы посмотреть время. Раз. Нашли, оценили. Поздравляю. И к тому же эти часы только для дневного использования. Здесь нет, конечно же, подсветки, отсутствует окраска люминофором. Ну и тот недостаток, о котором я упомянул выше, в том, что стрелки основного циферблата бывают закрывают обзор циферблатов секундомера, и им пользоваться невозможно. Да, и самое главное для часов — это точность хода. Эти часы идут точно. Ну а собственное мнение вы всегда можете написать в комментарии. Я с вами прощаюсь, оценивайте это видео, подписывайтесь на канал и до скорой встречи здесь же. Пока!